Девочки, мальчики, привет! Сегодня видео в продолжение вчерашнего видео о покупке и спасении моего дикого кота из магазина Эпицентр. Одного из. Всех спасти не смогла, но видела девочку, которая тоже приобрела по уценке прекрасного котика. Девочки, вчера мы с вами вечером дали ему немножко водички с HB101. И немножко я вовнутрь целлофана сбрызнула и закрывала. Сегодня я распечатала, вот вы видите его цену, когда он приехал. Вот эта цена на сегодняшний день. И показываю вам сразу своего кота. Почему все-таки я решила приобрести еще одного? Потому что мой меня как-то не очень радует. Он как ненормальный цветет, это уже остатки его цветения. Но расти он не желает. Вернее, он растет, но не так, как хотелось бы мне. И вот последнее время он вот желтит свои нижние листочки. Как бы я ни старалась, как бы я его не уговаривала, но что-то все-таки с ним происходит непонятное. Хотя он уже у меня не первый год. Ну вот, цвести он любит, красавчик. Этот, мне кажется, более темный. Но у меня он просто растет на южной стороне. И не скажешь по розетке, что этому коту уже лет 5, наверное, если не больше. Были крупные, красивые листовые пластины, но со временем, после его каких-то непонятных, вот тут даже видно что-то там, видите, на шее опять. После его всяких таких непонятных поведенческих выкрутасов, я даже уже его не трогаю, аккуратно поливаю. Посадка у него была в разные субстраты. Сейчас он у меня в бусинке, кора, мох, чипсы. Единственное, по-моему, девочки, не было у меня в плагроне. Я уже подумываю, не посадить ли его в плагрон. Я хочу все-таки это сделать, проэкспериментировать в закрытую систему в плагрон, чтобы немножечко его расшевелить на предмет не цветения, а наращивания корневой. Вот он как-то здесь пошел, видите, наращивать корневую вот так, как мы называем, воздушную. Ну, надо все-таки опять его разобрать. Видите, сколько цветоносов? Он что, дурной? Цветет каждый год. Да, вижу там какое-то почернение, вот какое-то, надо снимать лист. В общем, что и делаем, чем мы занимаемся, снимаем лист и постоянно его рятуем. И постоянно поливаем фунгицидами. Так, ну, в общем-то, сейчас распакуем этого красавца. Протрем листики, снимем вот эту сеточку. Очень надеюсь, что этот экземпляр будет посильнее. Все-таки, когда покупаешь в осенне-зимний период, вот этот кот был в осенне-зимний период куплен очень таким слабеньким подростком. Это был тот период, когда они только-только появились на полочках наших цветочных магазинов. И вот он у меня постоянно хворает. Но по цветению этого не скажешь. Цвести любит, но вот хотелось бы, чтобы здесь вот как-то улучшилась ситуация. Девочки, и вот показывала вам формейшена, вернее, Манхэттена. И девчонки мне писали, что на 3-й минуте видео не Манхэттен, а формейшн. Девчонки, вот это у меня, смотрите на листик, вот это у меня формейшн. И он у меня сейчас цветет, имеет вот такую листовую интересную пластину, видите? Не простую зеленую, а вот такую. И вот формейшн мой цветет. Видите? Это именно формейшн. Тот, который стоял в эпицентре, все же я склоняюсь думать, что все же это Манхэттен. У него не было по краю вот такой вот симпатичной розовой каемочки. Вот так цветет мой формейшн в этом году. Буквально на 3 цветочка, потому что он был предыдущий год занят
наращиванием корневой, надо уже его полить. И тоже долго у меня очень с трудом адаптировался. Казалось бы, Formation не должна быть какой-то такой орхидеей сложной в уходе, но у меня почему-то вот он так себя ведет. Но я, когда увидела его такие листики замечательные, ну, конечно, я подумала на него, что это все-таки Манхэттен. Но нет, это Formation. Так что не знаю. На видео все-таки там был Манхэттен. Он очень разительно отличался от Формейшена. Девочки мне писали там в комментариях, что на одном из каналов есть подробное описание и различие, что есть 6 вариантов похожих орхидей. Но я 3 знаю. 3 знаю. Ну, кого вы угадаете вот в этом гибриде? Напишите свои предположения. И обратите внимание именно на лист. Вот такой вот лист, вот такой вот цветок. Точно ли это Formation? И такой ли лист у Манхэттена? У кого есть Манхэттен? Но судя по цветку, это совсем не Манхэттен. Так, ну в общем приступаем. Давайте откроем уже этого красавца. Избавим его от ценников, от целлофанов, чтобы он уже продышался. Никогда не думала, что я куплю еще одного кота. Я, вы знаете, как-то недавно даже обратила внимание на заказах в азиатских, видите, Wildcat под номером идет. В азиатских даже заказах я обратила внимание на предложение именно этого гибрида. И мне уже было такое желание, видите, мы напоили корни, теперь можем судить о том, какая реально ситуация. И я вам скажу, что ситуация, в принципе, не такая уж прям плохая. Так, розетка, вот так, очень даже неплохая розетка. Конечно, листики без тургора, вообще как тряпочки. Им нужно время. Сейчас я, скорее всего, возьму лимон и добавлю водичку. Тут вот корень я вижу уже иссохший. И протру листья соком лимона. Опять-таки надо снять вот этот чулочек. Надеюсь, корни через него не проросли. А нет, вот есть проросшие корни через чулочек. Надо будет аккуратненько освободить. Так, вот этот корень, мне кажется, полностью высох. Да, веломен здесь не живой. Этот корень можно тоже убрать. Он уже свою функцию не выполняет. Посажен в кору орхиату. Видно, что такая средняя фракция. Ну, я бы сказала, даже ближе к мелкой. Да, 2-3 сантиметра. В общем-то, не самый плохой вариант. Так, ну давайте сразу. Видите, это фирма Мимесис. У них всегда прекрасные. Боже, здесь вообще все поломано. Здесь одевали, когда ценник сломали. У них прекрасные, в прекрасном состоянии у Мимесис приходят орхидеи. Сейчас, девочки, я тут все поубираю. Сниму держатели. Ой, конечно. Жорочка, аккуратно. Ничего тут не собирай. Так,
пришел товарищ с вами поздороваться. Иди поиграйся, да. Иди поиграйся. Я очень хочу, чтобы у него вернулся тургор. Поэтому я цветы, девочки, уберу. Срежу цветоносы до живых почек. Но, Жорчка, но, конечно же, он возьмет и начнет, естественно, пробуждать почки через время. Я уже знаю его характер. Так, все, иду за лимончиком. Жорчка. Иду за лимончиком и буду лимонной водой протирать листики, чтобы его немножечко привести, так сказать, в чувство. Розетка шикарная по сравнению с моей. А свой я сегодня пересажу, девочки, в плагрон. Хочу вывернуть ему, так сказать, всю его историю в горшке и проверить, что там опять с корнями. И у меня получается, что я каждый год своего кота, ну, раз в 1,5 года, раз в год, я его мониторю, потому что все ему не так. Так, девочки, я сделала лимонную водичку. И я, конечно же, протру листья ему. А потом через пару часов вот он обсохнет, а возможно даже уже ближе к вечеру. Я его, видите, вот прям нету тургора. Нету тургора абсолютно. Но я думаю, он вернется. Я его обработаю уже от вредителей обероном. Пускай он сначала хоть чуть-чуть отопьется по листу. Пока утреннее время, устицы как раз открыты с 7 до 10 утра у орхидеи. Я очень хочу, чтобы он хотя бы чуть-чуть в себя пришел. Конечно, топить нельзя прям орхидею полностью. Но я надеюсь, что лимонный сок вперемешку с водой немножечко хотя бы поправит ситуацию. Ну, знаете, орхидею не так страшно пересушить, как ее страшно залить. От бактериалки, ну вообще, слушайте, безжизненные гербарий, безжизненные. Так визуально я не вижу следов вредителей, нету. Но они ж такие коварные, эти вредители. Они могут, девочки, в небольшом количестве где-то прятаться в пазухах. Так, слушайте, ну вообще, я буду счастлива, если он немножечко оживет. Хотя бы чуть-чуть. Тут даже, в принципе, вымакивать сильно пазухи не стоит. Я думаю, что он сейчас будет активно впитывать эту лимонную водичку. Бедняга моя. Мне прям, знаете, прям кажется, что у него листики немножко оживают. Ну вот я решила сделать таким образом. Есть у меня и пин, и циркон, все это есть. Но я почему-то склонилась к тому, что такие примочки с подкисленной водичкой будут ему полезны. Так, вот такой красавчик. Видите, какой лист? Вот вообще. Я надеюсь, что этого количества корней у него достаточно для того, чтобы обеспечить влагой всю эту листовую массу. Можно было сейчас, конечно, ну если бы у него вообще не осталось живой корневой, но я-то вижу, она есть, можно было вот так пополам поразрезать листья нижние, уменьшить площадь испарения. Но мы еще будем надеяться, что он восстановится без этих радикальных действий. А если я буду видеть, что восстановление не происходит, скорее всего, я вот эту часть листьев обрежу вот так
пополам. В общем, вот так, девочки. А этого красавца я сейчас хочу все-таки немножко побеспокоить, попотрошить. Ой, не нравится мне его корневая, которая идет только сверху, а снизу ничего я не вижу. Там в горшке все просто заросло уже мхом и не видно. У меня прям сегодня такая, знаете, история. Я ж ему по влажненькому сделала... Ага, вижу, девочки, я ему сделала влажненько. И я вижу, что я перестаралась. Это что? Это корни. Вот это, знаете, бытует мнение, что кот очень любит влажненько. Ну, вы знаете, это все-таки какой-то, возможно, даже, я бы сказала, миф. Потому что во влажненьком получается вот такая ерундистика. Видите? Вот это уже... Я себе уже не первый раз говорю. Не слушайте глупости. Он такой же, как и все. Ну, смотрите, как он цвел. Так. Очередная пересадка. Активные кончики. Так, ну вот это, конечно, все уже пойдет в мусор. А пойдет он у меня, девочки, в плагрон. И вот уже часть вот этих корней, которая пропала, хотя вот неплохой, я вижу, сам корень нормальный, веломен попропадал. В общем, я его, короче, решила поливать хорошенько и дала ему влагоемкие компоненты здесь, хотя вижу много здесь керамзита, как бы их старалась сделать такую посадку даже в крупные кусочки коры, ну чипсов насыпала и достаточно удельный вес большой керамзита. Ну я хотела, чтобы была дышащая посадка. Ну видите, мох так шикарно вырос на стенках горшка. В общем, тут болото. А чтобы это болото убрать, надо, девчонки, ему сменить компонент. Оставлю ему вот эту верхушечку из 3 листиков. А вот эти листья я поснимаю. Шея нормальная. Считайте, что это у меня выросло новое дитё. От мамки уже там толком ничего не осталось. Мы сейчас обновим. Да, вот так. Вот так. Уберем вот этот корень. От прежней жизни ничего не осталось. Сейчас срез я брызну ему. Вот здесь вот корень тоже начинает портиться. Срез я сейчас обрызгаю этим антисептиком. Девочки, даже хлоргексидин подходит в качестве антисептика для обработки по корням орхидей. Это очень тоже неплохо себя может зарекомендовать, помимо перекиси водорода. Хлоргексидин. Так, вот здесь, смотрите, видите, кончик корня гнилой. Для того, чтобы эту гниль, надо резать захватом живой ткани. Вот здесь то же самое. Если гнилой кончик, срезаем до захвата вот этой ткани, живой ткани. Если сухой корень, то режем, не дорезаем до живой ткани. Так, вот этот мне корень сухой тоже не нравится. Я его тоже обрежу. Сейчас пойду намою плагрона, возьму закрытую систему, и пойдет мой котофей
Даже срезать не буду цветоносы, дабы ему не давать спокусу на то, чтобы он опять думал о том, как бы выпустить цветонос. У него как будто в генах так заложено, что он только об этом и думает. Понимаете? Так. Ну, я считаю, что для такого количества листьев этих корней предостаточно. Да? Очень даже неплохо. Найдем сейчас горшочек. Сейчас я перекись принесу. И найдем горшочек, который будет соответствовать объему этих корней. И еще будем использовать укоренитель польской фирмы. Ну, смотрите, вот такой у меня детеныш вырос. Все-таки избавили мы его от родительских листиков. Так, что здесь еще некрасивое? Этот корень мне весь не нравится, но он функциональный. Он хоть и старый, но он функциональный. Пусть будет. Так, друзья мои, где моя перекись? Я выбрала вот такой вот горшочек для этого красавца. Вот моя перекись водорода. Я хочу вот эти срезы, которые я сделала, обработать. Ну, я думаю, что это будет неплохое решение. Так, не забыть. Ага, я взяла не то. Я взяла, видите, что я взяла? Я взяла от вредителей, а мне надо корнеобразователь. Фирма, да. Ну, бутылки, конечно, разные, но я очень часто я путаю. Это укоренитель. По шее вот так можно дать. Ну и по корням. Все, достаточно. Это даже слишком я разошлась. Так. Плагрон я промыла. Тут у меня стоит орхидея. Мы сейчас с вами рассмотрим вместе. Она снята с мамки. Мамка погибла, был пень. Можно сказать, снята с пня. Моя красивая желтая орхидея. Слушайте, ну корни очень-очень непослушные. Мы будем сейчас их аккуратно помещать в горшочек, расправлять, стараться их не сильно прям там травмировать, но уже, вы же понимаете, надо их по спирали вкручивать, не всегда это получается. Ну, главное орхидею зафиксировать. Плагрон я промыла. В плагроне орхидеи неплохо наращивают корневую, цветут. Но не всем орхидеям плагрон тоже, так сказать, по нраву приходится. Кто-то это сразу из орхидеи показывает, кто-то через время. Так, не хочется сильно высоко. Так, девочки, посмотрите на эти корешки. Может, тебя в эту сторону закрутить? Здесь диаметр, как правильно, сверху горшка больше, чем низ. Это правильно, но немножко тяжелее укладывать. Так, все. Вот так будет хорошо. И прям под цвет глазок этот у него кашпо. Это кашпо. Вот с таким вот, видите, пьедестальчиком. Теперь просто берем и засыпаем. Можно руками, можно ложечками. Я хорошо промыла. Прям мокренькая, тепленькая водичка. Я прям горячей промыла. Только что из мешка. Субстрат долгоиграющий. Намного пересадок, посадок. Этот корешок хочу тоже вниз туда завести. Он растущий. Но не хотелось бы, чтобы он остался вовне. Вот так. В общем-то, не перебираю мелкую там фракцию от крупной. Девочки многие перебирают, убирают там какие-то поврежденные шарики. Ну, нам это главное как наполнитель должно служить.
наполнитель и для поддержки орхидеи. Она еще не держится, мы ее еще не зафиксировали. И плюс передает от шарика к шарику хорошо этот компонент неорганический влагу. Тоже такое положительное в его характеристиках отмечается. Поливаем доливом воды. Кто там у меня пробирается? Кто там? Жорочка. Жорка не может успокоиться. Ему везде надо все. Так, этот у меня тут стоит. После лимонной кислоты приходит в себя. Красавчик. А Жорке надо все узнать. Жорочка, давай я сделаю, а потом ты будешь обнюхивать, что здесь, что почем, да и как. Я надеюсь, что в этом компоненте он хорошо нарастит корней. Посадка и дышит, и легко держит влагу. В общем, только одни плюсы, как по мне. Попробуем нашего кота в плагроне выращивать. Что он только уже на своем веку не повидал. Так, это была палочка, при помощи которой... Жор. Ага, вот так, этой стороной я прикрепляла. Ну все, Жорка справился. Жорка справился. Я хотела показать эту орхидею в плагроне. Ну, давайте сразу и покажу. Жор, ну возьми себе один мячик и все. Девочки, смотрите, вот это вот моя детка в плагроне. Есть испорченные корни, которые не приняли плагрон. Есть корни, которые уже растут в плагроне, и им все нравится. Цвела, вот я недавно сняла цветонос, в таком вот стаканчике небольшом, так как у нее корней было мало. Вот раскукливает корешки. Все у нее прекрасно, пока не пришел. Было прекрасно, пока не пришел Жорка. Жора, не трогай ты эти камешки, они тебе не нужны. В общем-то, смотрите, какой активный корневой рост у орхидеи в плагроне. И не только у этой. Главное, поливочная вода должна быть со вкусняшками. И растит листик, все нормально. До этого сидела на манке, в коре. Ну вот сейчас вот такой результат. Так что пробуйте и такой вариант посадок. Не всем орхидеям, но возможно... Жор, давай мы сейчас докинем. Это вот ее. Это ее плагрон. Возможно, каким-то подойдет, каким-то не подойдет. Но когда уже просто нет выхода, ну, например, когда вы уже не знаете, ну, что предложить, как быть, уже чуть ли не на блок садите, попробуйте вот такой вариант. Возможно, этот вариант пригодится. Не думайте, что там сильно пересыхают в закрытой системе в этом компоненте орхидеи. Совсем они не пересыхают. Даже можно нечаянно. Жор, ты со своим воротником сейчас тут все мне разгромишь. Все, не трогай ее, я ее сейчас уберу. Я девчонкам показала, все, сейчас я ее приберу куда-то, вот, чтобы ты ее не это вот опять не уронил. Хорошо? Договорились? Вот сиди тихонечко, смирно, сиди там. Тут про котов, а не про собачек. Вот это его и беспокоит. Короче говоря, вот так вот это выглядит. Немножко, видите, залом. Мне кажется, это старый залом. В общем, будем смотреть. Сейчас запотели все стенки горшка, потому что теплые влажные шарики. Все, оставили только, да, там собачки. Сейчас мы тоже пойдем гулять. Оставили только мы 3 листика. Ну, я думаю, что в новой посадке со временем у нее начнут расти красивые новые листики, как в принципе и вот у этого экземпляра. И листики, и корешки, смотрите, и от шеи. В общем, вообще замечательно. Можно давать удобрения по листу
И не думать о том, что... Жор, да, сейчас пойдем, там собачки. Не будем думать о том, что орхидеи что-то будет не хватать. Дело в том, что удобряйте таким, таким легким раствором по листику, брызгайте, да и все. И не будет ваша орхидея нуждаться. Все, друзья мои, мы с Жориком пересадили своего красавца. Будем пытаться реанимировать вот эту красоту. Ну, вы знаете, вроде как, девочки, получше. И мне сейчас надо вот полить одну локацию. Ну, Formation еще не совсем. Вот эти Formation тоже очень тяжело адаптировался, но в этой системе с хорошими просушками пошел расти. Но тоже претендент на пересадку. Все, друзья мои, всех обнимаю. А вы скажете: Аня, а где же Мельтония? Мельтониопсис. Да, сейчас покажу. Это из вчерашней покупочки. Ну, они только недавно привезенные, политые, еще такие тяжеленькие. Девочки, сейчас... Ой, запах, неужели? Я думаю, я же лимонную воду для кота делала. И слышу такой вкусный запах лимончика. Я думаю, неужели это лимончиком так пахнет? А нет. Оказывается, это вот эта красота пахнет лимончиком. Представляете? Так, фото на память. Она, конечно, не обработана. Ну как, обработанная, только вчера вот этим средством обработана. Сейчас я разбавила Аберон здесь вот и добавила немножко к Аберончику моющего средства с нейтральным pH. У меня это средство для посуды Фрощ. И там нейтральный pH. Если вы хотите в качестве прилипателя добавить какое-то моющее средство, должно быть это средство с нейтральным pH. Девочки, вот такая вот красота. Сейчас поставлю прямо на кондиционер на улице и обрызгаю мельтоху и кота новоприбывших со всех сторон. Аберон Рапид. У меня просто Аберон. Я думала, что у меня Аберон Рапид, но у меня, по-моему, просто Аберон. Такая красавица. Я буду ждать новый рост. Вот тут нет. Что это зеленое? Нет, это травичка растет. Я думала, что рост. Шатается так, елки. Но она пахнет. Ой, как она вкусно пахнет. Вот у меня брассия. Она имеет аромат, ну, такой, знаете, тяжелый. Мне не нравится у брассии аромат. А это прямо такой вкусный цитрусовый аромат. Мне понравилось. И, кстати, цветочек открывается. Вчера он был закрыт. Новый цветочек. Она еще, говорю, вот тяжеленькая. Я еще ее не поливала. Чувствуется, что она еще в поливе не нуждается. У меня вчера была такая прям, как вам сказать, прям вопрос такой был у меня вчера. Кто это, Мельтония или Мельтониопсис? Это, оказывается, у меня Мельтониопсис. Мельтония имеют более жесткую листву вроде как и более темную листву. Так мне сказал искусственный интеллект. А мельтониопсисы имеют вот такую нежно-зеленую листву и более мягенькую. И их нельзя ставить на прямое солнце, потому что орхидеи вот с такой вот листовой пластиной, вот с такого цвета пластины. Это касается тоже фаленопсисов, у кого нежно-зеленая листва. Они быстро сгорают и стрессуют на ярком свету. Все, девочки, всех обнимаю. Вот такая вот наша история с орхидеями на сегодняшний день. Будем стараться восстановить тургор у кота. Будем ждать новых корешков и листиков у своего малыша, котика. И будем наблюдать за мельтонией, которая должна после цветения немножко отдохнуть и начать свой новый цикл появлением нового роста у основания бульб. Все, всех обнимаю, всем мирного неба, хорошего настроения, здоровых, цветущих, радующих вас орхидей. Обнимашки. Пока-пока.